Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео сплетем сани из газетных трубочек. В прошлом году я уже плела новогодние сани, ссылку обязательно на видео оставляю в описании, но в новых санях мне захотелось попробовать новый способ плетения. Такие плетеные сани – идеальный подарок на Новый год. Что в них можно положить? Да все что угодно – фрукты, конфеты, сюрпризы, игрушки. И плетутся они легко. В описании под видео я написала всю необходимую информацию, также план видео по минутам и ссылки на другие новогодние видео. Кстати, те, кто смотрит мои видео и трансляции постоянно, знают, что в плетении я страдаю гигантизмом. Так вот в этом видео я покажу последствия, к чему он может привести. Итак, у моих саней будет прямоугольное дно. Как я плету такое донышко, я подробно показывала в одном из своих видео. Ссылку обязательно оставляю в описании, так что заглядывайте туда. Отличий практически нет. Единственное, у меня здесь одинарные стойки. Размер себе наметила небольшой, как я думала, но я ошибалась. Дно получилось 12 на 18. Когда я рисовала себе эскиз будущего изделия, донышко я наметила себе приблизительно таких размеров 10 на 13 сантиметров. Но когда я стала плести, я подумала, что оно слишком маленькое и надо бы его увеличить. Но я забыла одну вещь, что на эскизах на бумаге все выглядит немного меньше в объеме, и когда мы уже начинаем плести, размеры наши немного увеличиваются. Об этом надо помнить, конечно. Но к чему привело такое небольшое изменение в размерах, я расскажу немного позже. А сейчас вернемся к донышку, оно у нас сплетено. Теперь первый ряд оплетаю веревочкой в 2 трубочки. Трубочки рабочие подставляю как на видео, потом я их подклею. На углах делаю так: одну трубочку из пары оплетаю, а вторую ставлю на угол и тоже оплетаю. Здесь нужно быть очень аккуратными. Угол не острый получается, мне это и нужно. Здесь еще раз покажу, как я плету угол. Дошли до начала нашего плетеного ряда. Тут мы подставляли 2 рабочие трубочки. Дохожу до стойки, откуда у нас идет первая рабочая трубочка, вот это место. И крайнюю правую рабочую завожу за вторую стойку, а следующую за следующую стойку. У нас получилось закрытие ряда. Этот момент я также подробно показываю в отдельном видео, ссылочку в описании обязательно оставляю. И у нас есть 2 рабочие трубочки, которыми будем плести следующий ряд. А этот ряд у нас уже закрылся полностью. Сейчас плетение я перевернула, это изнаночная сторона. И здесь у нас 2 конца от рабочих трубочек. Я их срезаю внутрь, и потом все это подклею, ничего не будет видно. И поверьте, все прочно и плотно держится. Поставила грузик, чтобы плетение не двигалось, и сейчас сминаю трубочки у основания, чтобы они без труда поднимались, без трещин и заломов, потому как когда мы плели донышко, они немного подсохли. А теперь к моим 2 рабочим трубочкам добавляю еще 2, также аккуратно их подставляя к стойкам, и плету веревочку из 4 трубочек. Включаю снова, нарастила все и начинаю плести веревочкой в 4 трубочки. Помните, как это делается? Начинаю каждой левой трубочкой и завожу ее за каждую 4-ю стойку. Здесь будьте внимательны, плетем аккуратно. Углы мне не нужны острые, они у меня будут округлые. Плетем не торопясь, стойки постепенно поднимаем и оплетаем. Те, кто смотрит мои видео постоянно, помнят видео об ажурной новогодней подставке, где я как раз плела веревочку в 4 трубочки, закрывала ряд и делала переходы. Обязательно ссылку на видео оставляю в описании, посмотрите эти моменты.
Дошла до начала. Закрываю ряд полностью. Здесь у нас первая рабочая трубочка и начальная стойка. Начинаю с крайней левой трубочки, завожу ее за четвертую стойку, получается за начальную стойку. Здесь обрезаю рабочую трубочку срезом к себе, расплющиваю это место и прячу в это место между следующей стойкой и передней трубочкой. Следующую рабочую трубочку прячу точно так же. Специально здесь не увеличиваю скорость, чтобы можно было все подробно разглядеть. А последнюю завожу назад, там я ее обрежу срезом внутрь и подклею. Да, все концы, которые я обрезаю с изнаночной стороны, я обязательно подклеиваю клеем моментом кристалл, но можно и любым другим полимерным клеем, например, и титан также подойдет. Вот что у нас получается. Будем сейчас плести стенки. Стойки чуть-чуть подсохли, но нам это только в плюс. У нас есть две длинных и две коротких стороны. Выбираю одну короткую. Именно здесь будем начинать плетение. Здесь я посчитала, у меня 9 стоек, и таким образом получается 3 центральных. Отлично. Подставляю одну рабочую трубочку и плету ситцем. Через одну стойку на второй разворачиваю рабочую трубочку и плету в обратную сторону. Разворачиваю ее на следующей пустой стойке. Получается после каждой стойки с витком. И немного отгибаю плетение назад к себе. Так и продолжаю плести ситцем. В том месте, где мы разворачиваем рабочую трубочку, я это место сминаю хорошенько, чтобы поворот был мягкий и не сужал плетение, не стягивал стойки. По ходу плетения обязательно поправляем стойки, чтобы они смотрели строго вертикально. На уголке мы все делаем точно так же, как и в предыдущие разы. Углы здесь у меня будут скругленные, поэтому никаких витков дополнительных я у угловых стоек не делаю. Плету как бы укороченные ряды, каждый раз разворачивая рабочую трубочку в обратную сторону на стойке, где нет поворота. По ходу плетения я обязательно наращиваю, но обязательно делаю это за стойками, чтобы ничего не было видно на лицевой стороне. Видео по наращиванию у меня также есть на канале, ссылку оставляю в описании, так что заглядывайте туда.
Показываю, что у нас сейчас получается. Там, где у нас поднятие, это головная часть саней. Эту трубочку я подклею обязательно. Плетем дальше. Постепенно здесь поднимаем и по возможности расширяем это место. У нас уже много проплетено. Плету по такому же принципу, что и показала в начале. Плету одной рабочей трубочки до стойки, разворачиваю, плету в обратном направлении. Стараюсь показать вам плетение с разных ракурсов. И пока я продолжаю плетение, расскажу пару слов про гигантизм и к чему он меня в итоге привел. Очень страшное дело, скажу я вам, особенно в случае с санями. Они у меня задумывались небольшие, как я уже говорила, но постепенно они переросли в огромные по моим меркам. Какой в этом минус? У меня было покрашено на сани 200 трубочек, и их не хватило на загибку совсем. Докрасить возможности уже не было, колер закончился и трубочки тоже. Так что эти сани у нас будут без загибки, будем исправлять ситуацию, посмотрим, что получится в итоге. Зато плюс в этих санях, в них много чего поместится. Обязательно отпишитесь в комментариях, кстати, кто страдает гигантизмом так же, как и я. Ну вот так у нас с вами получается. Доплетаю последний ряд ситцем, дохожу до последней стойки, огибаю ее и плету назад. Так как здесь у меня нечетное количество стоек, то и центр немного сместился, но это не страшно. В следующий раз буду учитывать эту ошибку. Я доплела трубочкой до этого места и сейчас подставляю новую трубочку, кончик потом подклею и плету уже веревочкой в 2 трубочки.
Заканчиваю ряд веревочкой в 2 трубочки, подошла к тому месту, где у нас подставлялась новая трубочка. Вот это место из стойки. Одну рабочую трубочку прячу назад, подклеиваю ее там, а другую рабочую трубочку прячу сюда. Так как загибки у нас не будет, то безжалостно обрезаю все стойки. А теперь беру остатки колера, белую акриловую краску и ПВА. Все это смешиваю до нужного оттенка и замазываю те места, где мы с вами обрезали стойки. Конечно, с загибкой бы смотрелось очень классно, но и такое бывает, не будем расстраиваться. Как раз покажу, как подправить положение. Плету полозья. Здесь все очень просто. Единственное, в сами стойки я вставила проволоку, с ней удобно будет эти полозья скручивать как хочешь. Плету полозья одной трубочкой, как бы восьмеркой, и получились они у меня по длине 38 сантиметров. Эти сани у меня задумывались как очень снежные, поэтому я наношу патину. И для нее я взяла белую акриловую эмаль для радиаторов, она чуть более укрывиста, чем белая акриловая краска. И вот такими прихлопывающими движениями с помощью губки наношу патину типа снежок. И там, где у нас обрезаны стойки, я наношу эту патину в большом количестве. Таким образом эффект снежка перекрывает, ну или почти перекрывает этот косяк. Полозья тоже подвергаются патине. И вот такие сани у нас получились. Полозья приклеила, скрутила в небольшие завитки. Мне здесь было интересно попробовать именно такую форму. Мне кажется, получилось неплохо. Как думаете? Напишите обязательно свое мнение в комментариях. Сани получились без загибки, получились довольно простые, но тем не менее смотрятся тоже интересно. В них очень много поместится всяких фруктов и конфеток, это точно. Друзья, благодарю вас за просмотр, за то, что делитесь видео в соцсетях, за вашу поддержку. С наступающим! Смотрите другие новогодние видео на канале. Все ссылки обязательно оставляю в описании. Легкого плетения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!